Что ж, ребятки, продолжаем. Сегодня у нас будет небольшой урок, и посвящен он будет защищенному роутингу. В данном случае у нас сейчас получается такая ситуация, что мы пока в системе, мы можем переходить на любые роуты. Что логично, в принципе. Мы можем видеть свои транзакции, мы можем видеть категории. Но если мы выйдем из системы, мы все равно видим эти роуты. А по идее мы не должны их видеть, потому что мы не в системе. Эти роуты у нас должны быть защищены, и только если мы залогинены, мы можем эти роуты открывать, потому что, ну, а как иначе, если, как мы будем отображать транзакции, если мы не залогинены? То есть и эту ситуацию мы с вами исправим одним из возможных способов. Для этого мы идем в Visual Studio Code, в клиентскую часть, в SRC, и в компонентах я предлагаю создать компонент, который будет называться Protected. Так, protected. Можно сделать protected route. Ну, давайте так сделаем. TSX. Теперь, что нам тут потребуется? Ну, во-первых, давайте мы сделаем сразу это, что это функциональный компонент, а тип у него будет, я предлагаю сделать интерфейс. Например, скажем, что пускай просто называется props. И у нас тут будет приниматься один элемент, и это будет children. И children у нас имеет тип JSX element. Вот так. И мы говорим, что этот функциональный компонент типа props. Вот так. И мы понимаем, что children это JSX элемент, и в нашем случае, да, этот компонент будет оборачивать еще компонент, тот, который нам нужно защитить, поэтому у этого компонента будет в children'ах, ну, допустим, если мы только что рассматривали ситуацию с транзакциями, то это будет выглядеть так, что это будет protected route, и внутри тут будет transactions. То есть и как раз вот этот transactions компонент и является children'ом этого компонента. Это убираем, это тоже убираем. Окей, дальше нам нужно от чего-то отталкиваться. Отталкиваться мы будем от состояния is-of, поэтому мы говорим, что is-of, это у нас хук уже есть, да, use-of. И тут лежит либо true, либо false, мы это все помним. Окей, и теперь, исходя из этого состояния, мы уже что-то будем отдавать. Например, я скажу, что если, вот так вот, если мы залогинены, тогда мы возвращаем children. А в противном случае мы возвращаем что-либо другое. И давайте это будет там div. Вот так вот. Это будет div. Не дает. Во. В принципе, мы будем один элемент возвращать, поэтому это, наверное, нам не потребуется. Вот так. Мы будем возвращать div с классом flex call, justify center, items center, margin top 20 и gap 10. Внутри будет какой-нибудь заголовок, который будет нам говорить, что мы не можем что-то возвращать. Вот так вот, h1, скажем, текст 2 Excel. И тут будет написано, допустим, to view this page, you must be logged in. Вот так. И дальше мы разъясним тоже картинку, которая у нас была. Image. Давайте это будет тоже img. И картинку ту, которая у нас в assets есть protected картинка. Я просто тоже с интернета ее скачал, то есть любую можете вставить, можете не вставлять, это вообще не суть. И мы импортируем картинку из, в нашем случае это папочка assets и protected icon. И скажем, что здесь будет src как img. И сделаем класс width 1/3.
Окей. В принципе, компонент готов, и теперь мы можем его использовать. Использовать мы его будем в роуте. Переходим в роутер, и вот тут, где мы возвращаем роуты, и вот тут у нас есть, допустим, route transactions, который должен быть защищен, и мы должны иметь к нему доступ только если мы авторизованы. Поэтому мы можем возвращать не просто вот так вот, да, один элемент, а мы можем этот элемент обернуть, то есть я его вырежу, и еще мы его обернем в protected route. Вот так. И таким образом мы, получается, возвращаем защищенный route transactions. То есть, еще раз, давайте посмотрим, что мы тут делаем. Мы тут берем children. То есть, children является в данном случае именно route transaction. И мы просто проверяем, если мы авторизованы, мы возвращаем transaction route. Если не авторизованы, просто возвращаем вот такую вот разметку. И давайте вернемся сюда и проверим. И мы видим, что мы уже не авторизованы. И мне говорят, что вы должны быть залогинены, чтобы видеть этот route. То же самое мы можем проделать с роутом категорий. То есть нам это та же история, нам тут тоже надо их защитить, поэтому мы говорим, что тут protected route и сюда категории. И то же самое мы теперь сможем перейти на categories. Нам тоже говорят, что этот route защищен, и вы не можете сюда перейти. Но если мы сейчас залогинимся в систему, у нас там admin@gmail.com 3, 4, 5, 6, я нажимаю submit, и мы теперь эти роуты нормально видим, потому что мы залогинены. То есть таким образом мы защитили эти роуты. И в принципе на этом все. Роуты мы защитили, задачу мы свою выполнили. Напоминаю, что исходный код будет доступен на Патреоне. Если вам нужно сверяться с вашим кодом, что-то не работает, можете его там скачать. А на этом данный ролик подходит к концу. Увидимся в следующем ролике.